А? Вот он, кабан, друзья мои. Это Cervelo S5. И знаете, я сегодня буду долго и, может быть, для кого-то нудно рассказывать про вот этот. Блин, посмотрите, какой крутой, офигительный велосипед. Это, друзья, Cervelo S5. Новый, супер гоночный аэрошоссейник от канадской компании Cervelo. И сегодня в этом обзоре я расскажу, какой он в реальной жизни, а не только в рекламных буклетах, друзья мои. И начну я, наверное, с лирической темы. Когда я только начал заниматься велоспортом несколько лет назад, конечно же, я пошел на рынок и начал изучать, на чем катаются крутые ребята, какие есть классные велосипеды. На тот момент лидерами были Tarmac SL7, Pinarello, Dogma, и особняком стояла компания Cervelo, которая делала велосипед S5. И мне сразу безумно понравился дизайн велосипеда. Он был не такой классической формы, это был настоящий гоночный аэрошоссейник, супер-ракета, машина для покорения огромных скоростей. Но я был начинающий, я был слабый, и я был всегда уверен, что этот велосипед не для меня. Что на нем катаются слишком крутые ребята, что на нем катаются профессиональные гонщики, люди, которые выдают огромное количество ватт из своих ног, которые хотят ехать быстрее, которые способны согнуться в аэродинамическую позицию, быть настоящими профессионалами своего дела. Ну а я любитель, которому важен комфорт, которому нужна более расслабленная позиция, и таким образом, конечно же, я выбирал более безопасное решение. Так я сначала купил Tarmac SL7, а потом впоследствии белого цвета, потрясающий, один из моих самых любимых велосипедов, Tarmac SL8, на который, кстати, у меня был обзор практически год назад. И вот сейчас я стою снова Cervelo S5 белого, жемчужного цвета, с пониманием, что наконец-то я смог позволить себе велосипед, который так давно хотел. Велосипед, на который я засматривался и который в моем понимании, в моей классификации самых красивых велосипедов всегда был, а сейчас еще больше закрепился на первом месте. Вообще, конечно, дизайн у Cervelo всегда стоял особняком. Они действительно выделялись, и практически все их велосипеды всегда выделялись на рынке. Cervelo — это инженерная компания из Канады, которая существует с 1995 года. И их первый же велосипед был что-то выдающимся. Это было не похоже на все, что до этого присутствовало на рынке, потому что ребята, основатели этой компании, были помешаны на аэродинамике, и они создавали и придумывали формы, которые должны были открыть новую веху, новую эпоху в велоспорте, открывая новые границы возможностей, на что способны с точки зрения аэродинамики велосипеда. Cervelo S5 — это та модель, которая всегда была флагманом. По большому счету демонстрировала все инженерные наработки монреальской компании, на что способна современная инженерия в части аэродинамики. Ну и, конечно, новый S5 — это не исключение, а наоборот развитие всей той аэротемы, которую делали ребята из Cervelo. Огромный, широченный рулевой стакан, благодаря которому воздух обтекает корпус велосипеда, становится не таким грязным и позволяет меньше, точнее, и снижает сопротивление этого самого воздуха. Да? Широкая нижняя труба, которая тоже должна позволять воздуху более плавно обтекать его. Огромные новые колеса от компании Reserve, о которых мы отдельно поговорим. Это новая модель, ее нет в продаже, ее можно купить только с этим велосипедом. 57 глубина спереди и 64 сзади. И самое главное, сейчас покажу вам, он, конечно же, очень узкий спереди, да, несмотря на то, что у него таким своеобразным образом устроил рулевой стакан, он очень узкий спереди, и это позволяет добиваться той самой аэродинамической формы. Но все это, конечно, друзья, слова, мои, в первую очередь, слова, и слова из рекламных буклетов компании Cervelo. Как же без этого? Они заявляют, что вот их новый велосипед, новый Cervelo S5 на 6 копейками ватт быстрее, чем предыдущая модель, которая уже тогда была достаточно быстрая. Ну, нам с вами это и недостаточно, и поэтому, конечно же, я не буду оперировать к данным рекламных буклетах. Там, вы прекрасно знаете, все что угодно можно написать. У нас сегодня на обзоре и сборке новый Мишин велик Cervelo S5. Только вышедшая моделька, свежая, в коробочке. Поэтому давайте распакуем и посмотрим, что же нам пришло. Хотел снять красивый анпакинг, но, к сожалению, большого количества упаковочного материала мне помешало. Собственно, нас встречает вот такая белоснежная, красивая рама с узнаваемыми формами Cervelo. Конечно же, руль монокок и вилка с подстельным прекрасным штырем.
Сейчас быстренько накинем все на раму и сделаем красивую проходочку на улицу. Обязательно взвесим и вам все расскажем, покажем. На промежуточном этапе мы собрали с вами руль, поставили заглушки, пару спейсеров, болты, заглушки переднего переключателя, временный петух и оси. 2.36 мне показывают весы. Учитывая, что мы еще не обрезали штырь. Посмотрите, как она круто выглядит при дневном свете. Сегодня у нас освежающее питерское утро. По конфигурации руль у нас 400 на 440, вынос сотка. Скорее всего, еще будем обрезать штырь под Mission Fit, потому что вот эта часть подразумевает то, что для ребят с низким положением седла штырь нужно будет подобрезать. Не менее важному, на чем будет собран новый Cervelo S5. Как вы могли заметить, на заднем плане у нас лежит последний Red Explorer с кассетой 1046 на 13 скоростей. Красивые ротора, красивая цепь. А зачем здесь стоит Envy? У нас сейчас назревает большой ребилд всех Мишиных великов, но с Envy мы всего лишь-то возьмем аэросистему. Она сюда, наверное, даже лучше подойдет. 50-я звезда, кассета 1046, редовский новый переклюк, эргономичные, красивые новые пистолеты. Собственно, тут они тоже установлены. Погнали собирать. Собственно, что мне в велике понравилось, что не понравилось. Первое и прям приятная особенность для премиум рама — это, конечно, комплектация. У нас никаких проблем, никаких трудностей с сборкой не возникало, потому что в комплекте шли всевозможные петухи, адаптеры, заглушки, все, что нужно, в общем, для сборки. Все это было, ничего отдельно покупать не нужно было. А само качество изготовления рамы тоже в высшем уровне. Торцевать ничего не нужно было. Все поверхности, каретки, рулевая, крепление калиперов, все торцовано, не без всяких наплывов краски. Качество ЛКП тоже ничего не было такого, что могло попасться на мой зоркий взгляд. Обычно я всегда Мишу там фотографирую, рассказываю, но здесь рама была покрашена хорошо, ЛКП в идеальном состоянии. Но моменты, на которые я прям отдельно обратил внимание, это, конечно, в первую очередь руль, который в модели 25 года Cervelo сделали монококом, и за счет этого, конечно, стало чуть труднее подбирать фит. Здесь надо отдельно сказать, что у Cervelo в предыдущем модельном ряде был раздельный руль, отдельно вот этот V-образный вынос и отдельно руль монокок. А в этом 25-м модельном ряду S5 они сделали его цельным. Да, у них есть на сайте конфигуратор, где можно выбрать, какой руль тебе дать в комплекте, выбрать. И в случае, если ты живешь в стране, где у тебя есть официальные дилеры, это не проблема, но в России это может быть чуть сложнее. Поэтому у нас выбор либо очень ответственно и заранее подходить к фиту, подбирать руль в соответствии с своим бэкфитом и геометрией Cervelo, потому что она немножко специфичная и, возможно, не всем подойдет. Рассказал вам про руль, перейдем к рулевому стакану. При сборке у меня были неоднозначное мнение на этот счет, но спустя время, на самом деле, могу сказать, что сама система Bayonet прикольная, интересная. Ее сейчас используют также Colnago в модельке Y1RS. Bianchi, насколько я тоже помню, в модели Ultra. Factor Hansa тоже сделан с системой Bayonet. То есть она что из себя представляет?
У вас есть большой болт, он практически такой же, как колесный, как, допустим, на передней оси. Он полностью стягивает рулевую, а сам руль, монокок или отдельно там вынос, он крепится уже сверху там своими отдельными болтами. Поэтому у вас руль и рулевая, они как бы не зависят друг от друга. В случае Cervelo реализован достаточно неплохо. Единственное, что мне понравилось, в верхней части этого байонета достаточно много мелких болтов, которые заходят в невысокие резьбы в пластиковых проставках. Поэтому, мне кажется, эта система не супер надежной, но в целом, окей, нормально, пойдет. Возможно, они как-то модифицируют, уберут эти мелкие болты и сделают ее просто чуть попроще, потому что разбирать, чистить, это прям очень будет запарно, мне кажется, спустя время. И еще момент, который при сборке мне достаточно сильно мозолил глаза, это, конечно, крепление переднего переключателя. То есть изначально мы с Мишей знали, что будем собирать 1X, то есть спереди одну звезду. И на сайте Cervelo также есть заводские комплектации с одной звездой спереди. Но почему-то Cervelo оставили резьбы под крепеж уха переднего переключателя закрыты просто резиновыми заглушками. Нету никакой аккуратненькой, аэроцельной. Плюс еще отдельная дырка под вывод шимановского провода. Вот. На других моделях обычно у них реализовано это все более аэродинамично. Там на том же Aspera у вас аккуратненькая пластиковая заглушка, которая полностью закрывает, и как бы это не бросается в глаза. А на белой раме и на такой еще как бы тоненькой, аккуратной, аэродинамичной, это прям, как по мне. Ну и уже такое, лично моя боль, мое нелюбимое место, это пресс-фит каретки. Конечно, я понимаю, что у Cervelo в принципе во всем модельном ряду пресс-фит, и на Aspera, и на S5 стоит Baborite, но мне бы, конечно, хотелось видеть там все-таки резьбу T47. Мне кажется, она поудобнее, поперспективней, и в целом не так много веса ты съест, тем более в случае как бы аэровелика, который изначально весит там в районе 7,5 килограмм. То есть тут как бы САП-6 не планируется, поэтому почему бы не поставить резьбу? Это, как минимум, с моей точки зрения, практичнее, потому что ты можешь полностью разобрать вел, скинуть каретку, все почистить и собрать заново. Но Cervelo думает по-другому. Как по мне, Cervelo S5 2025 года вышел прикольной, удачной, интересной моделькой. Он выделяется среди других великов именно премиум-сегмента своими интересными формами, решениями, конфигурацией. По качеству никаких вопросов нету. Все на высшем уровне, как всегда, у Cervelo. Поэтому передаю слово Мише. Так, ну что, друзья, еще исторический момент. Сейчас будем взвешивать кабана. В общем, примерно 7,7 он весит. С педалями, с гармином. Сзади со штучкой, то есть как бы 7,7 килограмм. Вот такой, да, сетап. Еще раз у меня это все с ботл-кейджами я взвешивал. Да, это все с Garmin маунтом. Пусть он не тяжелый, но все равно что-то весит. Это еще сзади с маунтом тоже не тяжелый, но что-то весит. Я думаю, без педали он где-то весит, наверное, там 7,4, 7,5, примерно вот в таком диапазоне. Ну, мне кажется, примерно на полкило тяжелее, чем Tormach SL8 в топовой комплектации, что, конечно, прилично, но на самом деле не сказать, что прям очень много. Ну, то есть, если заморочиться, можно поставить другой подсидел даримовский, например, который полегче, еще что-то полегче поставить. Плюс колеса тяжелые здесь. Ну, САП-7 можно сделать, но зачем? Есть ребята, которые очень сильно заморочены на тему веса, и для которых надо обязательно делать вес максимально легким. Я имел удовольствие ездить на велосипеде, который весит меньше 6 килограмм. Я не понял прикола. Для меня он слишком нервозный, потому что я сам тяжелый, наверное. Я вешу около 80-82 килограмм, в сезон, иногда в межсезонье 85. Поэтому для меня, наверное, такой легкий велосипед скорее недостаток, чем плюс. И поэтому от 7 до 7,5 килограмм вес велосипеда без педалей — это прям оптимально. Он и достаточно стабильный, и надежный, и уверенный в себе, и едет хорошо, и в горах нормально на нем. То есть я не могу сказать, да даже 8 нормально, если честно. Я вот, честно, не настолько чувствую вот эту безумную разницу в весе, как плюс. То есть я понимаю, в чем прикол,
Но вот именно как плюс я не могу для себя это отметить. И не гонюсь за весом точно. Обновленная модель Cervelo S5 появилась в 2025 году. И сначала была представлена, конечно, как все топовые велосипеды на Tour de France, где Йонас Винегор и его Visma Team отлично на нем себя чувствовали, доминировали над всем остальным пилотоном, кроме, конечно же, Тадея Погачара. И вот Винегор уверенно занял второе место, участвуя даже на горных этапах, на самом деле, на вот этом аэро-красавце. Справедливости ради, конечно, нужно сказать, что и Тадей Погачар выбирал даже для горных этапов аэромодели от компании Кальнага Y1RS, так что, в общем, эра аэрошоссейников наступила, друзья мои, и даже профессиональные гонщики практически всегда предпочитают аэромодели классическим легким горным велосипедам, которые когда-то раньше они выбирали для более холмистых или гористых этапов. Почему это произошло? Потому что современные технологии настолько продвинулись вперед, что уже те аэробенефиты, которые гонщик получает в виде экономии ватт на разной скорости, и из-за того, что скорости растут, они даже чувствуются во время, так сказать, горных этапов, потому что аэро начинает работать, кто-то говорит от 20 км в час, кто-то говорит от 25 км в час, но, в общем, уже на горе едут так быстро, что аэропреимущество получают вот такие вот модели, да, и вот Cervelo как раз доказала, потому что, несмотря на наличие модели Cervelo R5, суперлегкой модели для любителей ездить в гору, профессиональные гонщики все равно выбирают Cervelo S5, аэромодель. И у этого есть причины, помимо аэро, о которых я чуть попозже тоже расскажу. Еще из новинок у S5 новый руль. Теперь это единый кусок карбона. Раньше это был составной руль и вынос отдельно. Теперь это единый кусок карбона, и руль по-прежнему такой уникальной формы, да, который сильно отличается от классического выноса и руля или классического монокока у других велосипедов. Еще из интересных особенностей у этой модели клиренс официально для покрышек 34 мм, а значит, по классике влезет и 35 миллиметров, да, широкие покрышки сюда действительно влезают. И это сделано тоже неспроста, потому что все отмечают, что предыдущая модель, предыдущий Cervelo S5 был категорически чертовски жестким. Он был безапелляционно жестким. Это такой велосипед, на котором ты чувствуешь каждую неровность, каждую шероховатость асфальта. И с одной стороны, эта жесткость велосипеда позволяет выдавать максимальные ватты, передавая их непосредственно в каретку и движение. С другой стороны, создает ненужные вибрации, накапливает усталость во время длительных поездок, а для новичков, типа меня или любителей, это еще и грозит разными травмами, зажатостями, не знаю, чем угодно, да, любителям все-таки нужно больше комфорта. Именно поэтому, зная особенность предыдущего поколения, я не решился в свое время на покупку, и на самом деле рад, что я не купил в свое время Cervelo S5, потому что, конечно, на нем было бы гораздо некомфортнее кататься, чем на Тормаке с L7 и тем более с L8, потому что L8 безумно комфортный. Это, наверное, один из самых комфортных гоночных велосипедов, на которых я когда-либо катался. Потрясающий комфорт. Здесь, конечно, все совершенно по-другому. И это вызвано в первую очередь особенностью строения велосипеда. Вот это подседельный штырь, да, который практически вертикальный, для того, чтобы гонщик сидел как можно ближе центром тяжести вперед, да, как можно ближе над кареткой. И он, конечно, не имеет никакого флекса, он совершенно не гнется. Это прямая жесткая палка, чтобы каждый ватт, каждое движение вашей ноги максимально передавалось в очень жесткую каретку. И, как я уже говорил, они новые формы руля тоже добавили жесткость руля. То есть вы получаете очень жесткую конструкцию. Но несмотря на это, все обзорщики, которые, конечно, получили этот велосипед раньше меня, говорили о том, что новый S5 комфортнее предыдущего S5. В основном это связано с тем, что мы просто начали ставить на велосипеды более широкую резину. И вот здесь, например, у меня стоит 32-я резина, для того, чтобы мне все-таки было комфортнее. Во-вторых, все-таки инженеры Cervelo работают, работают над ошибками и пытаются добиться в разных узлах велосипеда смягчения жесткости. Все тесты показывают, что излишняя жесткость велосипеда вредит скорости, а не наоборот. Потому что на каждой маленькой кочке велосипед как бы чуть-чуть подбрасывается, чуть-чуть подпрыгивает, и тем самым теряется эффективность педалирования. То есть у вас колесо а вот на миллисекундочку оказывается в воздухе, вы в этот момент не передаете усилия, то есть не проталкиваете себя вперед. Поэтому широкие покрышки, ниже давления, более мягкие узлы велосипеда, часть из них для того, чтобы было виброгашение получше, вот это все применяется в новом Cervelo S5. И я вам скажу заранее, конечно, я еще буду рассказывать о том, как едет этот велосипед. Это жесткий. Это действительно жесткий велосипед, и жесткость этого велосипеда ощущаешь каждую секунду, когда ты находишься
но в нем нет ощущения вот этой излишней жесткости, когда ты каждый камушек на дороге чувствуешь. Вот в новой модели Cervelo S5 этой излишней жесткости нет. Им удалось сохранить ощущение, что ты как будто каждый ватт действительно передаешь в движение, но при этом все-таки это модель, которая позволяет ехать долго. Не так комфортно, как на Тормаке SL8, точно не так комфортно, как на Тормаке. Тормак намного комфортнее, но вполне себе комфортно, чтобы можно было проводить долгие часы на этом велосипеде и в целом не испытывать большого количества неудобств. Я до этого катался не в ветреные дни на нем. И несмотря на то, что проехал уже достаточно много, такого, знаете, классического для Петербурга порывистого бокового ветра не было. А сегодня был. Я даже пытался снять видео в момент поездки, но так сильно дуло, что микрофон просто... И ничего слышно не было, все задувало. Так вот, я скажу. Он очень странно себя ведет. В хорошем смысле этого слова. Потому что он не парусит. Реально не парусит. То есть ты чувствуешь ветер, ты чувствуешь, как бы, что он создает давление на велосипед, на вот эти вот... Сейчас. Блин, простите, какой-то новый вкус в хлебнике нашел. Iron Brew Extra без сахара. Блин, офигительная штука просто вообще. Не знаю, что там, но офигенно вкусная. Вот эти вот огромные колеса, 57 глубина переднего, 63 заднего, то есть это действительно гигантские глубокие колеса. Широкая аэрорама, у меня аэрозвезда, то есть куча места, которое должно парусить. И вот если, например, Elvis, китайский аэровелик, который я тестировал, там видос есть, его прям наклоняло от такого ветра, то этот, блин, ты чувствуешь, что ветер есть, но он стоит. Он просто как, не знаю, как Merz GLS или как Range Rover, который на трассе едет 200+, и да, ты чувствуешь, что прям боковик, ты чувствуешь боковой ветер, но он стоит как на рельсах, просто как товарняк. Невероятное ощущение. То есть я ехал, порывистый боковой ветер, и обычно мне стрёмно, потому что всегда есть ощущение, что ты сейчас под фуру улетишь куда-то, да, потому что на Приморском шоссе в Петербурге очень много ездит всяких больших грузовиков опасных и автобусов, то в этом случае я вот как еду, не знаю, там 5 сантиметров от разметки сбоку дороги на нем, так просто он по ней едет, порывы ветра, боковой ветер дует, пофиг, то есть он как бы он, как по рельсам едет. Я черт знает, может это, конечно, плацебо так влияет, или не знаю, или я как-то лучше стал управлять великом. Но невероятное ощущение надежности и уверенности в этом кабанчике я чувствую. Ну, для меня это много значит, если честно. О конкурентах и о сравнении с конкурентами мы еще поговорим, но давайте быстренько остановимся на том, сколько же стоит вот это чудо. Сразу скажу, мне повезло, потому что мне подарили раму вот этого белого, потрясающего жемчужного цвета друзья. Они нашли ее в Корее. Они знали, что у меня 40-летие, они знали, что я люблю белые велосипеды. К сожалению, практически невозможно купить до сих пор в белом цвете Cervelo S5 новый. Их привезли в красном, в черном, но в белом это был limited stock, очень ограниченное количество. В магазине в Корее его как-то нашли, транспортировали, передали мне, и поэтому я вот с августа месяца проехал на этом велосипеде уже несколько, не знаю, 1,5 километров. Я могу поделиться какими-то своими первыми впечатлениями о том, что это за зверь. И дальше собирал я его по частям. У меня спереди стоит One Buy. Это SRAM Red, полностью Explorer, причем не обычный SRAM Red. Это Explorer. Спереди стоит 50-я звезда. Сзади гравийный переключатель SRAM Red Explorer. 1046 кассета. Это отдельный прикол. Я никому не советую на самом деле в здравом уме ставить One Buy, если только вы не совсем по плоскочу катаетесь. Я все-таки считаю, что двойник спереди и сзади какая-то кассета типа 1036 у SRAM или 1033 намного более эффективнее, универсальнее и так далее. Просто хотелось, если честно, сделал для души, хотел вот этот большой аэроблин спереди поставить. Интересно было, как на нем ездить. Не могу сказать, что я где-то обламываюсь. Мне точно не доставляет это большого дискомфорта. Я ездил в горы с набором 1500, ездил с такими горками, где 8, 10, 12 градиент, и вполне себе нормально справляюсь. Но, друзья мои, далеко не все способны переваривать вот такое соотношение передач, поэтому я всегда за то, чтобы у вас был гораздо шире рейндж, да, чтобы вы подбирали передачи с запасом, потому что когда вам понадобятся более легкие передачи, чтобы они у вас были, а не наоборот, не где-то спешиваться и не идти пешком.
Да, в общем, вот это мой сетап. Дальше колеса, которые здесь стоят резерв, я уже говорил, что их невозможно купить нигде отдельно от велосипеда, если он идет в стоке. А я покупал, напомню, раму с рулем и под сиделом, колеса не шли, поэтому мне удалось их найти у знакомого ютубера в Майами. И в этот момент у меня друг был в Майами, поэтому он мне привез эти колеса. В общем, у меня такой Франкенштейн, колеса отдельно покупал, группу покупал отдельно, велосипед отдельно. Все в итоге, как ни парадоксально, получилось дешевле, чем если бы я купил все это вместе в сборе, но просто потому, что я умею вот эти какие-то суету наводить и где-то выбирать, подбирать, покупать, искать и так далее. Спасибо большое моим друзьям чудесным, которые подарили мне его на 40-летие, именно раму, но дальше я собирал это все по частям. Но если говорить о ценах на уже собранные модели, да, то будем говорить в долларах. Мы будем с вами говорить в долларах, чтобы было понятней. Топовая модель стоит на Durace или на SRAM Ready стоит $14 тысяч. Ну, а модель на Ultegra или на SRAM Force стоит $10 тысяч. То есть ценник премиальный по всем фронтам. Cervelo никогда не были дешевой компанией, Cervelo всегда делали дорогие велосипеды, но это прям премиальный ценник. За эти деньги, конечно, можно купить все, что угодно, можно купить дешевле. Можно в Китае собрать велосипед, который будет ехать так же быстро, практически так же быстро, как этот, и будет стоить в 2 раза дешевле. Поэтому, когда мы говорим про Cervelo, нельзя говорить про цену. То есть представьте, это как фотоаппараты Leica, которые будут всегда дороже Fujifilm или Sony, но они предлагают уникальный опыт владения чем-то, что создают инженеры. Да, то есть это та штука, это тот аппарат, который выделяется на фоне всех остальных. Cervelo S5 скорее имеет ценность не как быстрый велосипед, по-настоящему быстрый велосипед, потому что есть быстрые велосипеды. Он скорее имеет ценность как инженерное произведение искусства, как вещь, которой хочется обладать, как, я не знаю, как фотоаппарат Leica, как мотороллер Vespa, как Porsche 911. Вот есть вещи, которые сделаны с душой, и чувствуется, что душа была вложена в каждый вот момент, в каждый изгиб вот этого аппарата, да, и поэтому это не велосипед, друзья мои, это вещь, которую просто очень хотелось эстетически, как-то ментально, идейно обладать, потому что я дико уважаю компанию Cervelo и ребят, которые ее создали. Как вы думаете, что ждет Лиля за дверью? А Лиля, друзья мои, ждет свой новый велосипед. Now it's perfect. Okay. Now it's perfect. The rocket ready. Yeah, rocket ship is ready. Забирай. Thank you so much. Thank Вот, you. друзья, момент, когда Лиля получила. Лиля, покажи, что это? Cervelo S5. Вот он, первый выезд. Блин, я так рад. Давай аккуратненько. Поехала. Едет красотка. Счастье, друзья мои, это когда у тебя жена хочет такой же велосипед, как у тебя. Когда твоя жена хочет такой же велосипед, как у тебя. А еще счастье, когда ты можешь на самом деле заморочиться и найти ей этот велосипед. Я очень рад, что мы Лиле добыли из Кореи невероятными какими-то транзитными способами вот эту потрясающую раму. Раму Cervelo S5. Сейчас выйдем на трек, я покажу. Блин, Лиль, он на этих колесах смотрится круче намного, чем на резервах. Вообще просто, он в движении смотрится просто ракетой. Нет, ну, конечно, ты это делаешь. Я понимаю, ты... Да. Блин, как? Очень красиво. Улилька. Ребят, смотрите, как моей жене идет Cervelo S5. Да и все идет, правда, если честно. Под лицу все к лицу. Какая у меня жена красотка. Ну что, Лилек, как тебе? Первый раз на Cervelo S5. Слушайте, хочется сказать, вау, это фантастика, это так круто, но честно, у меня был перерыв в катании, поэтому я не могу адекватно оценить, но просто даже его внешний вид, это действительно вау, ребят. Миша говорит, что он едет как по рельсам,
но я этого не ощутила. Давайте так, у меня нет столько накатанности, насмотренности, как у Миши, поэтому мне, наверное, тяжело оценить, адекватно оценить этот велосипед. Вот. Но я просто от него балдею, и для меня это главное. Так. Я очень рад, что ты вернулась на велосипед. Да. А еще нет, но больше всего я рад, что ты рада на самом деле. И тебе эта форма очень идет. Да. Мне тоже очень нравится. Так, а что же с конкурентами, скажете вы, спросите вы, будете абсолютно правы. Ну, конечно, мы будем говорить только о супербайках, потому что этот велосипед покупают для того, чтобы гоняться. Это не велосипед, чтобы ездить кофе-райды, это не велосипед, чтобы ездить спокойно по катушке, чтобы ездить долго с друзьями по выходным. Этот велосипед для этого не подходит. Это супербайк для гонок, для того, чтобы ехать быстро, ехать в отрыве, выдавать максимальную мощность, которая у вас есть. Это не значит, что этот велосипед не подойдет людям, у которых низкие FTP. Если вы уверенно себя чувствуете на велосипеде и даже не обладаете каким-то выдающимся FTP, вы все равно будете получать удовольствие от этого аппарата. Но сравнивать мы его будем с топовыми конкурентами. Да? Конечно же, это Tarmac SL8, это Colnago Y1 RS, это Scott Foil, наверное, Pinarello Dogma, да, и практически любой топовый велосипед, который вы возьмите в ценовой категории там, 10 плюс тысяч долларов, может быть конкурентом этой модели. И современный мир так устроен, что сейчас практически нет плохих велосипедов. Мы выбираем из хорошего и очень хорошего, из лучшего и потрясающего, да, то есть, да из хорошего и хорошего. То есть все велосипеды, которые сейчас на рынке представлены ценой за 10 тысяч долларов, это действительно потрясающие инженерные аппараты. Невозможно выбрать себе плохой велосипед за такую ценовую категорию. И даже если вы выбираете велосипед за 4 плюс тысячи долларов, там тоже невозможно ошибиться. Базовые модели Tarmac, базовые модели Pinarello, F, да, базовые модели Trek Madon, у них у всех есть свои нюансы, какие-то чуть лучше, какие-то чуть хуже, там тот же Canyon, например, Aeroad, который в очень приятной ценовой категории, Envimel, можно перечислять бесконечное количество брендов, которые в категории от 4000 долларов делают офигительные велосипеды. И да, друзья мои, вы это пишите в комментариях, я вам скажу честно, любителю, в том числе мне, никакой разницы, на каком велосипеде ехать, практически нет. Это все про ощущения на кончиках пальца. Это все больше эмоциональное, чем фактическое. Я уверен, что посади меня на Tarmac SL8 или на Tarmac за 4000 долларов базовый на 105-й группе, например, да, или, ребят, на современные китайские велосипеды, плюс-минус моя скорость будет одинакова. Скорее, больше будет зависеть от того, как я на него сяду, насколько я смогу согнуться в аэропосадку, а не сам велосипед. Эти велосипеды, эти топовые велосипеды, вот эту разницу в жесткости, разницу в ваттах могут почувствовать только самые крутые профессиональные гонщики, которые рубятся на самом высоком уровне. Да и даже не уверен, что они смогут тоже, потому что все больше и больше мы видим, как на китайских велосипедах, которые стоят в несколько раз дешевле, чем премиальные западные бренды, ребята выигрывают гонки, в том числе гонки UCI, или вот недавно парень выиграл чемпионат мира по юношам или по юниорам, да, на китайском велосипеде. В общем, все это, друзья мои, уже настолько выровнялось. Если вы можете потратить от 2-3 тысяч долларов на велосипед, вы получите практически все то же самое, что сейчас есть в велосипеде, который стоит 14 тысяч долларов. Так что это не про скорость, это не про перформанс, это про ощущения, это про эмоции, которыми вы обладаете. Так, друзья, ну по поводу того, насколько крутой Cervelo S5 новый для гонщиков, вы, я думаю, прочитаете и без меня. Посмотрите обзор журналистов. И самое главное, Крис Миллер из Нейрошоу, австралийский велогонщик, ютубер, снял просто, мне кажется, лучший обзор от человека, который профессионально, ну почти профессионально гоняется, побеждает в разных категориях в Австралии. И вообще очень-очень сильный чувак, который знает, как получать максимум от этой именно гоночной машины. Ну, а мы, любители, я рассказываю вот со своей колокольни, насколько вот этот профессиональный гоночный аппарат крут для таких просто любителей велоспорта, как я, обычных физкультурников. Но я спрашиваю не только свое мнение и мнение своей супруги, как вы знаете. София очень сильный любитель. София катается 6-7, иногда 10 раз в неделю. Проезжает от 300 до 500 километров каждую неделю, делает в Дубае на адской жаре. И у Софии личный прекрасный Canyon Endurance, замечательный Endurance, комфортный шоссейник. Там София очень сильный любитель, она со мной вместе заезжает и в горы. И вот только что мы соточку дали, просто не вставая, из 3 часов в комфортном темпе. Софа заехала просто как будто на разминке была.
Ну, Сонь, расскажи, какие впечатления? Первый раз на этом веле и сразу сотку, не вставая, не останавливаясь и так далее. Ну, у него чуть непривычная посадка, если сравнивать с Индирейсом. Индирейс ты сидишь повыше, поровнее. Первое время хотелось поднять руль повыше, потому что было все время ощущение, что я как-то очень внизу. Но когда ты привыкаешь, ты понимаешь, что это намного удобнее. Плюс, когда ты опускаешь руки на дропы, ты понимаешь, насколько отзывчивый велик и как быстро, и как он хорошо реагирует на все движения. На нем гораздо легче заезжать в горку. Вот это 100% я почувствовала. Он под тобой прямо раскачивается, расшатывается. Тебе гораздо быстрее придавать ему ускорение. Но у него очень удобная посадка. Я бы сказала, что как будто бы он не коротковат, но на самом деле он идеальный. Потому что мы с Мишей обсуждали, лучше немножечко быть креветкой, чем вот так вот тянуться, и у тебя все болит, и потом спину разогнуть не можешь. Все-таки возраст, да, Миша, дает о себе знать. Мой точно, твой еще... Отличный вел, честно говоря. Я считаю, что если есть возможность потратить 10-12 тысяч долларов на велосипед, это топовый велосипед, которого при хорошей эксплуатации хватит на 5, 7, 10, 15 лет. И мне кажется, он закрывает все вопросы вообще, которые есть. А по комфорту как тебе? Слушай, ничего не болит. Это уже главное. Когда я села на свой Endurance первый раз, я потом думала, что мне мануальный терапевт понадобится. Я его долго настраивала. Здесь мы с тобой после Лили только педали перекинули на луки и больше ничего не делали. Ни руль, ни седло, ничего не трогали. Хотя у нас есть разница в росте, в весе и так далее. Очень удобный. Так вот, мы переходим к сравнению с конкурентами. Слава богу, в общем, тут не только мои ощущения. Ребята из Cycling News, это журналисты, выпустили огромный репортаж несколько месяцев назад, где продували в аэротрубе все топовые велосипеды и сравнивали, кто же из них самый аэродинамичный. Неудивительно, но приятно для меня, что Cervelo S5 стал самым аэродинамичным велосипедом, когда продували его вместе с велосипедистом на велосипеде. То есть вместе с велосипедистом Cervelo S5 самый быстрый велосипед, который тестировали ребята из Cycling News. На втором месте практически с тем же результатом новый Кольняга Y1 RS, на котором катается Тадей Погачар. На третьем месте Factor Prototype. Это новый велосипед, который еще не вышел, но на котором уже ездят ребята с огромной широченной вилкой. А если говорить, например, про Tarmac SL8, то он будет примерно на скорости 40 км в час, на 6-7 ватт медленнее, чем вот этот вот прекрасный аппарат. То есть в моем случае что это значит? Мне для того, чтобы держать 40 км в час, нужно примерно 300, вот на этом велосипеде, ну условно там, зависит от ветра, но условно 315-320 ватт. Минус 6 ватт, 310-315 ватт получится на вот этом велосипеде. То есть, в общем, друзья мои, разница, конечно, есть, но, конечно, эта разница несущественная. То есть, с точки зрения динамики, сумасшедший, супер аэродинамичный, выглядит аэродинамичный, жесткий Cervelo S5 всего на несколько ватт, на скорости 40 км в час, на скорости 30 км в час эта разница практически стирается до нуля. Всего лишь на несколько ватт быстрее, чем Tarmac SL8, который по посадке и по поездке гораздо более комфорт. С точки зрения рациональности, никакого смысла покупать Cervelo S5 мне лично нет. Я не гоняюсь шоссейной гонки. Да, я люблю ездить быстро по Приморскому шоссе или там в Дубае, если приезжаю на выходные, но я не гоняюсь Критериум, я не гоняюсь быстрой шоссейной гонки, я не гоняюсь Гранд-Фондо. Это чистая история про то, что мне хотелось обладать вот этой ракетой, вот этим аппаратом, где ты едешь, сгибаешься, и чувствуешь прям, как твои ноги выдают ваты прям в асфальт, и ты начинаешь двигаться. И я говорю, если сравнить меня на Тармаке и сравнить меня на S5, фактически разницы, скорее всего, не будет. Но по ощущениям, вот эти вот ощущения, ради которых мы покупаем какие-то вещи, ощущения, конечно, отличаются. Если переходить к тому, как этот велосипед едет, он едет совершенно иначе, чем Тармак. Он стабильный, как бронепоезд. Мало велосипедов, на которых я катался, настолько они стабильны. Можно убирать руки, можно ездить без рук, можно убирать одну руку. Он держит линию идеально. Вот куда направлено колесо, вот туда этот велосипед будет ехать. В каждую секунду ты чувствуешь, насколько этот велосипед стабильный. Ты поворачиваешь, и он стабильно вворачивается в поворот. При этом в нем нет какой-то недостаточной поворачиваемости или избыточной поворачиваемости. То есть вот ты куда едешь, куда поворачиваешь, туда он и поворачивает. Он офигительно круто на нем рулить.
А когда ты едешь с горы, когда ты спускаешься с горы, он тоже потрясающе пишет траекторию. Не хочется ни лишнего довернуть, ни наоборот бороться с ним, что он вот слишком поворачивает. То есть такого нет, он прям идеально пишет траекторию. С горы на нем ехать одно удовольствие. В гору ехать он тоже позволяет прекрасно, на самом деле, себя чувствовать и в седле, и вставая из седла. Да, друзья мои, вот тут мы теперь начинаем прямые сравнения с Тормаком SL8. SL8 гораздо более игривый велосипед. Он как будто под тобой более живой. Он отзывается на каждое, на 5-10 ватт увеличение скорости педалирования, отзывается ускорением. Вы встаете из седла на Тормаке и тут же это чувствуете. Обратной стороной этой медали, как бы он немножко такой нервный, что ли, становится. Он постоянно хочется, Тормаку постоянно хочется куда-то поворачивать, да, если вы не очень себя уверенно, не очень стабильно себя чувствуете на велосипеде, Тормак будет постоянно пытаться вас куда-то уводить с траектории. Его нужно постоянно быть внимательным, потому что он слишком хорошо поворачивает, он как будто перезакладывается в поворот немножко. Но когда встаете на ноги, например, если вы едете в гору на Тормаке, он тут же отзывается, он реагирует сразу, мгновенно. Этот зверь все делает гораздо более спокойно. Он уверенный, он как танк едет напролом, при этом в нем не чувствуется, что он деревянный, не чувствуется, что он не отзывается. Он отзывается, просто он это делает гораздо более устойчиво, гораздо более стабильно. Если сравнивать с ощущениями от вождения, да, как будто Тормак SL8 это, не знаю, Porsche Boxster, который любой поворот руля, он тут же отзывается, он вворачивается, он веселый, он игривый, он классный и так далее. А это 911, стабильный, поворачивает туда, куда нужно, полноприводный 911, причем, который вот рулится ровно так, как должен, ничего не сносит, ничего не подзаворачивается. Какие-то такие ассоциации у меня возникают. И он жесткий. Конечно, если на SL8 можно и 200, и 300 километров проезжать, и будет очень комфортно, у него прекрасная абсолютный комфорт подседельного штыря, он флексит, когда нужно остается жестким у SL8, я говорю, у Тормака. Этот, конечно, гораздо более жесткий аппарат. Через 2-3 часа ты на нем начинаешь уставать. Не могу сказать, что это критично, надо просто чаще вставать на ноги, работать, надо чаще разгружать спину. Это более требовательный к физической подготовке велосипед, который больше забирает на себя внимание с точки зрения накапливания усталости. Но вот с точки зрения ощущений мне безумно нравится. Я люблю ездить один, я много катаюсь один, я прям ложусь в эту аэропозицию, мне очень нравится, как устроен этот руль, мне нравится, как я сижу на этом велосипеде. Может быть, пока нравится, может быть, со временем разонравится, но пока мне очень нравится, как я сижу на этом велосипеде. Прям сажусь в аэропозицию, я прям давлю ваты, насколько могу, еду быстро, и я получаю безумное удовольствие. Так, ребятки, вот кабанчик. А вот я, и сегодня у нас лонг, мы едем 115 километров, примерно 1500 набора в Эмиратах по всяким горочкам. Здесь достаточно хороший набор, красивые места. Это такой лонг, будет примерно 4 часика у нас. И, конечно, главный вопрос для меня был, вот насколько мой аэро-супер жесткий шоссейник комфортен для таких длительных поездок. Потому что одно дело полировать час-полтора на большой скорости, там Приморку или какие-то плоские маршруты, и другое дело ехать в гору, да, ехать лонг. И несмотря на то, что я уже поднимался на нем в Джебел Джаиз, и с Сашей Заволоком мы ездили в Оман на 3 часа, здесь все-таки, наверное, поездка будет подлиннее, и хочется поделиться. Пока вот 2 часа едем, 0 проблем, офигенно комфорт. Весь комфорт, конечно же, друзья мои, не из самого велосипеда, он жесткий как шпала, из-за широких покрышек. Вот эти вот Conti 32 мм на резервтах, которые 25 мм внутри колесах, раздуваются примерно до 34, и они отлично здесь везде умещаются. Я думаю, что, я бы не стал ставить сзади бы больше, но спереди вполне 35-й полезут, если вдруг надо. И вот если не быть человеком, который качает всегда 8 атмосфер, а реально подходить нормально к вопросу и правильно качать давление, например, для этой поездки я накачал примерно 3,5 атмосферы. Вот, это чуть меньше, чем я обычно качаю для быстрых каких-то поездок, 1,5-2 км, но комфорт зашкаливает, комфорт запредельный. Несмотря на то, что, друзья, я продал свой Тормак SL8, в том числе я его продал, чтобы он не конкурировал в моей сфере внимания с вот этим велосипедом. Я хочу на нем кататься максимально, если я катаюсь по шоссе, чтобы насладиться им, чтобы получить удовольствие и вот полностью взять все от покупки этой модели. Но если, например, сравнивать с SL8,
Конечно, в город я взял SL8. Конечно, на длинную поездку 200-300, 200 плюс километров я бы тоже брал SL8. Он комфортнее, он удобней. Но если мне нужно выйти из дома и поделать интервалы, что-нибудь типа 3 по 10 или 4 по 10, или VO Max интервалы, например, 4 по 4, где нужно ехать быстро по прямой с хорошей скоростью. Вот эти эмоции, которые ты получаешь, когда выдаешь около предельной ваты, и ту скорость, которую ты получаешь, даже, может быть, по ощущениям на этом велосипеде, это абсолютно какое-то пьянящее чувство. Это просто чистая мощь, которая двигает тебя вперед. Я не знаю, как по-другому передать. Тормак на больших ватах, я не настолько хороший велосипедист, поэтому тормак, когда я выдаю большие ваты, он тоже классно, он потрясающе двигает тебя вперед. Он как будто не дает вот той устойчивого спокойствия, когда ты можешь концентрироваться, не держать велосипед, не думать о том, едет ли он по прямой. Вот здесь ты просто выдавливаешь из себя ваты, и он просто едет вперед, ты не обращаешь внимания ни на что, да, просто как по рельсам. С тормаком все-таки нужно еще дополнительно как будто его чуть контролировать, потому что он слишком хорошо реагирует на любое микро-добавление ваты и хочет чуть-чуть отклоняться от необходимой траектории. Поэтому для интервальной работы, для скоростной работы, для каких-то супер быстрых покатушек я бы, конечно, выбирал только его, но для всего остального я, наверное, выбирал бы Тормак SL8. И на нем я ставил рекорды свои по спринтам, потому что мне ничего не мешает на этом велосипеде сконцентрироваться и выдавливать из себя все, что у меня есть, а у меня не так много есть, там 1200-1300 ватт. В моменте, конечно же, да, даже не на 15 секунд. Вот я выдавливаю их из себя на этом велосипеде со спокойствием, с удовольствием, с уверенностью в том, что он меня не подведет, он куда-то резко его не дернет. Например, на Тормаке я говорю, я так не могу, я не настолько хороший велосипедист. Это велосипед, который провоцирует меня делать интервалы. И на любом другом велосипеде я не очень хочу делать интервалы, особенно какие-нибудь VO Max интервалы 4 по 4, которые прям, вы знаете, это ощущение, когда вы работаете на пределе. Вообще ужасно. Ненавижу VO Max интервалы. Кто любит, напишите в комментариях. Не знаю таких людей. Они абсолютно тошнотворные, особенно если там на 3-й, на 4-й раз. Но вот на этом велосипеде он как бы провоцирует меня. Ну что, Мишаня, давай сегодня рекордик еще поставим по мощности, рекордик по скорости поставим. Он все это может. Вот именно на нем хочется делать предельную работу, хочется выдавливать из себя максимум. Мало велосипедов способны давать такие эмоции, которые как бы стимулируют тебя выдавать все, что есть в тебе внутри. Это, мне кажется, очень круто. Ну что, друзья, это абсолютно точно лучший велосипед, который у меня был. Давайте так, у меня было всего 3 велосипеда. SL7, SL8 S-Works, как говорил Миша, и этот новый Cervelo. Я наконец-то поняла, о чем говорил Миша. Этот велосипед прекрасно держит дорогу. То есть, если мы говорим про SL8, то он такой более юркий, более шаткий, валкий. Ты чуть отпускаешь там руку с руля, хотя я не особо это умею делать, но даже в моем случае я чувствую, как велосипед начинал как-то вот вилять, юлить подо мной. А тут очень стабильный, очень классный. Такой, знаете, лезвие, хороший японский нож, в моем понимании, который круто держит дорогу. Мне на нем максимально комфортно сидеть. По эргономичности, наверное, для меня лично этот велосипед подходит больше, чем Тормак. Ну, кстати, по размеру рамы, я не знаю почему, но села ты прям очень круто на него. Да, села я на него очень круто, мне очень комфортно. Даже без фита. Ну, в смысле, fit by me. Я фит делал. На самом деле, по моим личным ощущениям, велосипед тяжелее, чем Тормак, но, видимо, как раз-таки за счет этого он такой более стабильный. На полкило примерно, кстати, тяжелее. Да? Да. Ну вот по ощущениям, как я кручу, не знаю, подо мной я чувствую его, что он такой более тяжелый, массивный, но и более стабильный, как я уже говорила. Слушайте, короче, реально очень стабильный, классный велосипед, несмотря на то, что кажется тяжелее, но именно по посадке, комфорту, просто любовь. Ну, то есть по комфорту. Главный вопрос, типа вот аэромашина, гоночная аэромашина. Жесткая, крутая, сильная гоночная аэромашина. У Лили, кстати, тоже стоит 32-я резина. Мы ее накачиваем не очень сильно, 3,7 где-то примерно атмосферы. Вот, но по комфорту расскажи, Лиль, по сравнению с Тормаком. Слушай, ну он жестче. Я чувствую, что есть какие-то кочки или что-то еще, он пожестче. Но меня это нисколько не смущает, скорее наоборот. Уверенность придает за счет того, как держит переднее колесо дорогу.
Вот если говорят, отпусти руль, колесо найдет дорогу. В этом велосипеде действительно так. А тормак, он такой все-таки больше... О, ты отпустила меня? Так, а давай-ка свернем. Ну, то есть какая-то такая более... Игривая. Игривость, да, игривое состояние. Этот аппарат, он такой более, как будто бы, знаете, более брутальный, что ли. Но мне лично это больше подходит. Вот. Ну, кайф. Все, супер. Красивый же. Красивый. Кстати, ребят, вот скажите, Очень вот вам... люблю руль. Вот этот вот. Да, руль, кстати, реально очень Вот крутой. этот руль, я считаю, что очень красивый. Максимально эта геометрия руля, она очень красиво выглядит. Ну и вообще скажите, да, смотрите, вот у меня на резервтах, вот у меня справа велосипед на резервт новых колесах, у Лили на Envy. Вот скажите, какой красивее велосипед, на резервтах или на Envy? Скажите, что думаете по этому поводу, обязательно пишите в комментариях, на каких колесах вы бы себе собрали этот велосипед. Ну и в конце давайте поговорим о том, кому он подходит и кому он не подходит. Конечно, он подходит всем гонщикам, ребятам, которые хотят получить максимум, выдавать максимум, выжимать максимум из того, что у них есть. Это гоночный велосипед, 100%, чистый, абсолютно гоночная ДНК. Велосипед созданный, чтобы гоняться быстро, велосипед созданный, чтобы гоняться. Он не создан ни для чего другого. Если вы любите скорость, если вы гоняетесь, или, например, как я, вы не гоняетесь, но любите скорость, вам нравится ощущение вот этой безумной скорости ветра в лицо, когда ваши ноги искрятся от напряжения, и вы еще быстрее добавляете, фигачите, выжимаете все, что у вас есть, ради именно скорости по прямой, ради скорости. Этот велосипед подходит прекрасно для этой задачки. Наверное, аналог по ощущениям такого велосипеда — это Canyon iRoad, на котором я тоже некоторое время покатался на тестовом и точнее, у друга, у товарища для теста брал, и потом еще покатался. Очень похожее ощущение, велосипед, который хочет ехать очень быстро по прямой. Более быстрого шоссейного велосипеда, я закрываю вопрос цены, потому что мы сейчас не говорим про скорость на доллар, да, мы говорим про чистую абсолютную скорость, независимо от цены. Наверное, придумать сложно. Из альтернатив только новый Colnago Y1 RS, Factor Prototype. Вот это вот то, что может сравниться по чистой звериной скорости с этими велосипедами. Я бы не посоветовал этот велосипед тем, кто живет в холмистой, гористой местности. Несмотря на то, что он в горах себя чувствует хорошо, и Йонас Винегор, который на нем забирал этапы и очень уверенно выступал на Тур де Франс, показал, что в горах он чувствует себя, этот велосипед, тоже прекрасно. Все-таки он не дает такого живого, игривого и приятного настроения, который дарит тебе Тормак, Писель 8 или новый Скотт, Edict, да, или даже Pinarello Dogma, то есть велосипеды, которые созданы быть более универсальными, более игривыми, более поддающимися, не знаю, как сказать, усилиям в горах, все-таки более горные модели. Эта модель все-таки не про это. Но если вы, друзья, одержимы скоростью, и неважно, сколько у вас FTP, вы просто хотите получать удовольствие от обладания потрясающей инженерной вещью, как, не знаю, фотоаппаратом Leica или вот этим Cervelo S5, и у вас есть возможность, то, конечно же, покупайте. Ни разу не пожалел о том, что у меня есть этот велосипед. Я смотрю на него, и он меня вызывает невероятное желание кататься. А мне кажется, самое главное во владении велосипедом для любителя — это желание кататься, которое вызывает велосипед. Я смотрю на него, мне хочется переодеться, мне хочется прыгнуть на него и поехать, выдавливать из себя максимальные ваты. Это велосипед, который постоянно хочет, чтобы я на нем катался, а я постоянно хочу на нем кататься. И несмотря на то, что это жесткий гоночный велосипед, у меня даже супруга, которая не так давно снова вернулась в велоспорт, только села на велик, захотела такой велосипед. Мы нашли там же в Корее, купили, привезли, собрали, только уже на других колесах, и она теперь тоже катается на этом велосипеде. И абсолютно согласна со всеми мыслями, которыми я делюсь про этот велик. Если вы одержимы скоростью и можете себе позволить, и вам нравится дизайн этого велосипеда, блин, вы кайфанете. Вы кайфанете. Но если вы хотите более универсальный, более комфортный, более горный, более рациональный, миллион причин, почему не купить этот велосипед. Есть только одна причина, почему вы обязаны и должны его купить, когда вы просто не можете не думать о том, насколько это офигенный велик, как вы сильно его хотите. Это, наверное, единственная причина взять и купить этот велосипед. А так вообще есть потрясающие альтернативы. Мне, например, безумно нравится
то, что делают сейчас китайцы. И вообще, на самом деле, все это полная ерунда, ведь совершенно не важно, на чем вы катаетесь. Важно, что вы катаетесь, важно, что велосипед приносит в жизнь вашу радость. Неважно, это прогулочный велосипед, где вы просто катаетесь с корзинкой в парке, или вы гонщик и фигачите на все деньги. Это китайский велик или дорогой европейский, это топовое оборудование или какие-то начальные или старые компоненты. Вообще наплевать. Едет велосипедист, побеждает велосипедист, а не велосипед. Скорость зависит от велосипедиста и гораздо в меньшей степени от велосипеда. И самое главное — удовольствие, друзья мои. Ни один велосипед не способен за вас получать удовольствие. Не способен дарить удовольствие, если вы не готовы его брать. А если вы способны получать удовольствие, то какая разница, на каком велике вы катаетесь? Прелесть велосипеда, что он может дарить неподдельную, чистую, детскую, настоящую радость и превращать обыденные будни или выходные в приключения, в удовольствие и в классные истории. Вот за это я люблю велоспорт. Поэтому какая разница? Главное, друзья, эмоции. В общем, с вами был физкультурник. Это был совершенно необъективный, максимально субъективный обзор моего нового Cervelo S5, который никому не рекомендую покупать, только если вы не живете с мыслью об этом велосипеде с утра до вечера. Я дико кайфую от того, что у меня есть этот вел. Я смотрю на него, и он мне нравится абсолютно всем. Как он выглядит, как он едет, история компании и основателей, которые его создали, легенда, которая вокруг него существует, и те эмоции, которые я испытываю, когда я сажусь на этот велик. Для меня это самое главное. А вы выбираете то, что важно для вас, а не для какого-то чувака из Ютуба или журналиста из интернета. В общем, слушайте себя, друзья. Не бывает идеальных велосипедов, бывает ваше удовольствие от катания. Это гораздо важнее, чем все остальное. В общем, с вами был физкультурник. Давайте будем на связи. Пока-пока.